оттуда потом выезжать, если что, намного сложнее. Да, и трактор туда не заедет, да? И трактор не заедет. Может, не рисковать? Номер пришлось снять, потому что он здесь уже не держался. Вот таким вот образом. Ого! Уже пахнет Новым годом. Машину сломал, горошек сломал. Нет, не может так. Вот, смотри. Да, температура опустилась уже до минус 20. Все сложили, все, что не нужно будет нам ночью, не пригодится. Только чай осталось попить. Угу. Ветер поднимается. Здесь темно совсем. Ну как вам здесь? Нива — это совсем другое дело. Совсем другое дело. Оно дает те эмоции, которые не давала ни одна из тех машин. Вот я вам честно скажу. Надо раскопать здесь. Вот зачем, друзья, мы взяли машину Ниву. Вот зачем. Настоящий герой. Настоящий герой, да. Кроме зверей здесь никто не пробегал, посмотрите, только следы зверушек. А машины, ну, нормально никто, конечно, не поедет сюда. Нормально никто не поедет. На улице минус 12 градусов. Есть очень уже глубокий снег, там проваливаешься где-то сантиметров по 30. Так, бампера сейчас обломали, я вам позже покажу, сейчас номер даже снял. Он уже там не держится. Вот минус Урбана. Так, что у нас здесь? Глубоко достаточно. А, по-моему, мы не туда заехали, да? Он туда, по-моему, нужен нам. Или нет? Надо посмотреть, видите, посмотреть сначала. Или правильно, Сангенч? А, или правильно. Ух ты, какой там глубокий снег. Ну, давайте сначала, может быть, пройдемся пешочком. Посмотрим, куда там можно, куда так, нет. я сейчас пойду. Ага. Пройдусь. Ну как Снег, конечно, глубокий местами. А, Попробуй может пройти быть, в лес. а там поменьше? Мы там в лесу поменьше снега. Сейчас посмотрим. Просто оттуда потом выезжать, если что, намного сложнее. Да, и трактор туда не заедет, да? И трактор не заедет. Может, не рисковать? Не знаю, как думаете. Что Не скажете, знаю. друзья? Поедем?
Что-то прямо Вот очень, это да, красота. как-то опасно. Уже оба бампера, в общем-то, разломали. Да, И передний, и задний. неприятно. Очень знаю. неприятно. Не знаю, если честно. Сейчас давайте подумаем тогда. В любом случае нам где-то крутануться, надо развернуться. Здесь мы не развернемся, даже если хотим уйти. Да. Здесь другие места есть, но до них тоже непонятно, какие сугробы. Сейчас Ну, есть, давайте конечно, попробуем. места, они там до 30-40 сантиметров снег. Вот здесь, да? Здесь нет. Здесь, А. ну, там в степях что там у нас творится, тоже непонятно. Ну, красота, конечно, неописуемая. Красота неописуемая, Что, но... попробуем? Ну, давайте, наверное, не знаю. Давайте. Ох, Ладно, была не была. да, с Богом. Аминь. Ух ты. Ну, можно развернуться. Ничего себе. Да, смотрите, красота. Как в сказке. Зимняя Сказка, такая морозка. сказка, да, морозка. Все мы ее хорошо знаем. Красота неимоверная. Прям бочком идем, да? Угу. Здесь сюда. Да? Да, в зимнем лесу еще тот кайф кататься. Посмотрите, друзья, как здесь красиво. Красиво. Друзья, вот в такой красоте мы находимся. В таком зимнем красивом лесу. Неимоверно красиво, как в сказке. Ну, сейчас покажу, что у нас тут с машиной сталось. Как бампер, в общем-то, разбили немножечко. Сейчас покажу. Номер пришлось снять, потому что он здесь уже не держался. Вот таким вот образом. Оху. А на обратном пути-то надо будет как-нибудь прикрепить. Вот такой вот скол. Посмотрите, здесь у нас. Да уж, приятного мало. Вот он, оказывается. Вот сюда ушел. Ну, к умельцам заедем нашим, может быть, они там его залепят как-нибудь здесь. Вот здесь тоже, видите, идет. Хрупкие они очень, Нивоводы, поэтому все говорят, что надо брать другие Нивы с этими железными, да, бамперами. Но сзади тоже такая же трещина, вот так идет. Тоже Они так очень же, да? хрупкие, их, конечно, нельзя использовать. Но мы в оффроуд обычно не ездим. Ага. Сегодня что-то стало. Обледенела, очень снежно. смотрите, вся машина. И снег достаточно глубокий. Куда-нибудь туда ее поставим, может куда-нибудь под деревья. Сейчас я проверю там глубину снега. Не хочется здесь стрять, закопаться, потому что помощь туда не дойдет. Установили нашу полевую кухню сегодня, которую будем использовать как кухонную зону. Вот, и нужно теперь дровишек нарубить, Да. чтобы печку запалить нашу, затопить. Сейчас быстренько. Кстати, печка у нас сегодня самодельная. Да, Мы ее сами сделали когда-то. да, это наша печушка специально для таких нужд. А окошко мы вот используем как
отверстие для дымохода. Там, кстати, Лиля уже сделала все для разделки. И разделка есть, просто с этим заморачиваться очень долго надо. А так проще. Еще не так холодно. И вот сейчас покажу, как у нас здесь треснул задний бампер. Вот такая вот трещина. Сказать, что жалко, конечно, ничего не сказать. Да, друзья. Да. А спать будем сегодня в машине. Сегодня обещают, ну, хороший такой крепкий морозик. Вот, будем спать в машине. Сыроватые, что ли? Не знаю, посмотрим, как гореть будет. Снег пошел или с деревьев падает. Наверное, из деревьев. Ну, похоже, что снег. Так. Все, будем запаливать тихо-тихо. Вот такая вот наша печушка, самоделка, которую мы сделали из болтов и гаек всяких. В общем, слепили из того, что было. А если точнее, то мы сделали это из экранов от нашей печки Сибтерма. Экраны нам как-то не нужны были особо. Лучшее, красивейшее. Маленькая такая. Спичек-то. Маленькая да удаленькая. Так. Сейчас тепло будет. Давайте. Вот здесь, друзья, мы положили нашу фанерку. Вот, с Кстати, на утеплителем. котором будем спать. И сейчас А потом, я да, сижу на ней, мне аж тепло. да. Вот потом просто перенесем Хотя туда сейчас уже машину. минус, по-моему, 12 или сколько градусов. Ну, что я не повесим собрал, я градусник там тоже. повесил уже А, да? градусник на свою лопату. А, да. Давайте посмотрим. Так. Я не успел, я только что повесил. Сейчас минус 10 показывает. Ага. Ну, сейчас еще вечер. Сейчас даже 6 еще нет. У нас так темно. Все, будем сейчас греться. Что-то вкусненькое готовить. Да, В общем. кстати, печкой сколько мы не пользовались уже, а? Давно. Друзья, посмотрите, какая темень. Ой, искрится так. Как красиво искрится снежок. Нет, это точно не с деревьев падает. Какая он просто идет. красота. Как по мне, он просто идет. Да, снежок падает. Красота, конечно. В общем, посмотрим, что там дальше будет. Да нет, Дым? не вижу. Сейчас посмотрим. Да, дымок пошел. Ага, а еще там такая луна. Классно, я могу здесь вот так стоять и находиться в палатке. Да, ногами в палатке, Да. а телом на улице. Луна, в общем, такая сегодня. Хорошая. Дымок пошел. Будем греться. Даже еще наша надпись осталась здесь, дверь, когда мы ее проектировали. Кто писал? Это я так написала. Дверь. Ну смотрите, какой камин у нас. И он работает. Да, работает хорошо. Печка хорошо Смотрите, работает. парит еще. Пар. Мы давно Да. не пользовались ею, потому что... Да, сейчас Да, у нас, рабочий ага. режим быстро пройдет. Зато посмотрите, какая она здесь вот у нас. Красивая, грозная такая, с глазками. Угу. Сука. Печка уже кочегарит во всем. Вот. Сангенч тут дрова принес. Тепло совсем, да? Тепло стало, Сангенч. Вообще тепло. Классно, я бы Вот сказал. так вот у нас здесь светло, тепло. Закрываем. И никого нет, кроме зверей. Ну вот кому еще нужно сюда ехать? Вот кто еще поедет? Но хочется, знаете, хочется
попасть в зимнюю сказку. Уже пахнет Новым годом. Кровь пошла у Александра Евгеньевича. Ну, от нервов, наверное. Все болезни, говорят, у нас от нервов. Вообще, ребята, поначалу, как сюда приехали, аж это, такое настроение, аж мне больнее, по-моему, чем в машине. Действительно, настроение, аж вот, уже аж внутри голос говорит: развернись, вот здесь где-нибудь найди, вот, ну, тяжело будет, но развернись и уйди там, уходи, езжай домой. Не. Уже разбили, и бампера разбили, и ладно. Может, железные потом поставим. Да, наверное, лучше железные. Ну, до конца уже хотелось отдохнуть. И то сегодня поздно вырвались. Ну, знаете, сейчас минут 10 посижу, настроение придет. Сейчас вот Лиля что-то вкусное приготовит, я знаю. Будем готовить праздничный ужин. Все нормально. Пластик лишь бы все живы-здоровы были. Так, починим машину. Что там наша печка. И вот хотелось вот этой печкой поиграть. Давно мы ей не играли. Кстати, очень тоже любим ее. А самая простая, зато сделана была с любовью. А, кстати, да, если кто-то захочет посмотреть, как мы ее делали, на Да, канале кстати, есть у нас есть. видео, как Да. мы ее сделали. Да, сумка у вас набита сегодня полностью, да? Битком забитая у нас она. Видимо, нас сегодня будут почивать очень Ну, вот вкусно. здесь у нас разные штучки. Отсюда фольгу доставала, поэтому здесь уже открытая. Угу. Полотенце, прихват у нас здесь, майонез. Мы сегодня будем оливье готовить. О, оливье! Оливье, конечно же. Оливье — это мой И вот любимый, наверное, посмотрите, как мы салат. там упаковали все. Здесь наши ложки, вилки, дощечка, вот всякие контейнеры. В общем, посуда разная. Да, У нас здесь что-то там мясо. привезли много. Слушайте, так пахнет уже, да? Да. Да, кстати, надо дровишку подкинуть, но все равно тепло здесь пока. Классно. Сейчас подкинем дрова. Накроем крышкой. Ну, здесь у нас духовки нет, поэтому будем на печи делать. О, вы знаете, даже настроение появляется. Вот она у нас здесь маринованная в сметане, черный перчик, паприка, чеснока здесь тоже побольше у нас. Да. В общем, такая И вот нежная. здесь у нас такой вот камин. Сейчас мы закроем его. Ну, в принципе, можно просто прикрыть. И Мгм. все, ставим нашу курочку как раз под нашу сковородку. Да. Площадка Вот так сверху. все хватает. Хватает. Накроем крышкой. Угу. Да, друзья, такая вот красота, и только вот наши следы. Вон оттуда вот мы приехали, никого нет. Классно. Где-то там вот вдали лай собак слышен. Такая вот красота. Чего, конечно, нельзя сказать об вот этом бампере нашем. Да. Ну ладно. Что есть, то есть. Не надо уже, наверное, огорчаться. Так. Пойдем посмотрим. Ой, как глубоко здесь. Там наша палаточка. Наша полевая кухня. Наша Нивка, красавица. Герой наш. Фонарик повесили мы. Слушайте, ну руки отмерзают. Здесь пока еще ничего я не сделал. Вот такой бардак у меня здесь. Позже постелю. Кстати, посмотрим, сколько здесь градусов. Ох, ничего себе, друзья, смотрите. 18 градусов уже мороза. Ага. Я думаю, что так руки-то отмерзают. Без перчаток. Так. Ну-ка. Как там у вас?
О, друзья, здесь все полным ходом идет. Морковка чистится. Будет оливье у нас сегодня. Оливье. Хочется, Вот. да? Ощущение Нового года уже. Да. Поэтому сделаем хочется. курочку. А курочка, я смотрю, там уже, да, вот, смотрю, запотела. Да, То есть запотевать готовится там начинает. что-то. Дров хватает. Мы здесь ходим. А оказывается, минус 18 там уже. Ого! Да, нормально. А сколько тогда ночью будет-то? Ночью, я не знаю. А обещали сегодня минус 15, насколько я помню, да? Или сколько? 17? Не знаю. В лесу всегда холоднее. Да, по-моему, 15 обещали, не больше. Ну, в общем-то, так, друзья. А мы здесь, как в Новый год, режем все на оливье, да? И зеленый горошек у нас с собой есть тоже. Вот, это класс. Мгм. А раньше помните, да? Кто, я не знаю, с друзей, может быть, наших подписчиков помнит, а вот мы мандарины раньше ели только на Новый год. Ну это да. Наше глубокое детство. Если повезет, то даже штук 5 положат под елку в пакетик с подарочком. Если год не очень, то 3. Да, Мы все равно по-доброму конечно. праздновали всегда. Это такой чудесный праздник. Аккуратненько, тоже морковку он куда-то там выбросила не туда. Начали чистить яйца и решили немного тут подурачиться. Решили подбиться, да? Давайте, Сангеич. я в этот раз я хочу выбрать хороший. Делайте ставки, господа. Давайте. Давайте. 3, 4. И... Ну-ка, О, я победил на этот раз. да, ну дайте уже до конца постучу. Так Если что, в честно, я общем, смухлевал. Если честно, я смухлевал. Потому что я ударил в лоб немного. да? Давайте следующий. Вот так, Нечестно. честно. Все, давайте. Давайте. Теперь вы. Так. А нет. Опять я проиграла. Ну ладно, не жалко. Друзья, кстати, у нас несколько вопросов поступило вот от ребят. Они спрашивали именно по этой палатке. И спрашивали, как вот комфортно 2 на 2 метра или 2 на 4 брать. У нее там, по-моему, 1,60 или 1,70 высота. Я даже, честно говоря, боюсь ошибиться. Но вот, честно сказать, вот посмотрите, ну, комфорта особого здесь нет. Мы здесь эту палатку используем обычно как вот такую полевую кухню, чтобы не замерзнуть. Это да. Или живца там Да. половить, то очень неплохо. Пойти вот вдвоем именно живца подловить. На большой глубине это очень неудобно. Здесь, видите, стены вот такие покатые, углы вот такие. И на большой глубине выводить живца, рыбу, это очень тяжело. Поэтому мы, живца подловить, да, нормально. Особенно если печушка вот есть, нормально так. И мы, вот видите, сейчас можем не замерзнуть, и нам достаточно тепло здесь, в этой палатке. Хотя там минус 18 градусов. Вот для таких целей, да, мне кажется, палатка классная. Прям в стену упираюсь. Да. Постоянно. Видите, аж шапка сползает. В тесноте да не в обиде, говорят. Скоро готово будет, да? Да. Огурчики у нас домашние, малосольные. Ну, кстати, огурчики классные просто. А вместо вареной колбаски мы использовали сосиски. Да. Уже хочется все съесть. По вкусу они не уступают колбасе. Да, нормальные. Так что И горошек, конечно. Конечно, горошек. Да. Ну и от курицы уже такой запах идет от курицы. О, она там шипит да, вся. там шипит. О, видно? Видно или нет, друзья? Ну, шипит там нормально. Огонь у нас хороший. Посмотрите. Так. Красота просто. У меня уже лицо горит. У меня, кстати, тоже. Но при этом все равно холодно. Вот А со ну спины- раздеваться неохота здесь. со спины холодно, да, а лицо прям горит. Открываем горошек.
Так. Ой, ой, смотрите, сломалась. Смотрите, сломалась. А есть у нас открывашка? Есть открывашка, есть. Ладно. Горошек. Машину сломал. Горошек сломал. Не, не может так это. Не пробил. Видите? Вот, смотрите. Ну, как всегда открывал. Сейчас. Короче, сегодня Александр Евгеньевич у нас мастер-ломастер. Да. Это Сейчас. как-то разрушитель, да? Сейчас вам дам открывашку. Давайте. Вот так вот мы вводим свои приборы столовые. Сейчас нам вот этот понадобится. А может быть, просто поддеть достаточно было бы? Да нет, здесь просто сейчас это... Боюсь этот... Туда сделать. Да. Сейчас. Ничего себе. Плотный какой, а? Так. Да, пошла уже. Угу. Водичка. Угу. Хорошо, что мы всегда возим с собой, да, Да. эту открывашку? Потому что всегда возим с собой тушеночек. Тушманчик. Вот и здорово. Вот и все. Никаких проблем. Да. А в нашем детстве, помните, были такие... Я Ой, как сейчас какой помню, литровые горошек, были такие. Обожаю. Ага. О, класс. Я потом водичку выпью. Можете прямо сейчас. Давайте. Да. Как в Сладкое? детстве. Просто кайф. Мы все делаем, Оливье. О, даже горошек попался. Вкусно? Угу. Как в детстве. Класс. Наш ужин готов. Ну-ка, давайте И откроем пора, его. Сангенч, снимать пробу. О, О, какие крылышки. я, кстати, запах его чувствовал, когда он еще готовился. Вот На он. весь лес, наверное. Сейчас звери сбегутся. Угу. Ну что, давайте пробу Да. снимать. Ну что, друзья, классно, мы все-таки отдыхаем сегодня. Замечательно. И настроение уже поднялось. Я просто очень люблю есть. Я, наверное, сначала оливьеху попробую. Давайте. Так. Всем, друзья, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Вот это кайф. Особенно в лесу. Уже пропитался хорошенько. Угу. Обалденно. И курочка такая нежная. Слушайте, ну это как на Новый год, да? Угу. Курицу, ну у нас там в духовке, да, делаем обычно. Надо так делать. Со сметанкой. Угу. Рецепт простой, но очень рабочий такой. Его, знаете, даже не надо жевать. Хлебушек самый обычный у нас, самый вкусный.
самый простой и вкусный. Наивкуснейший. Наивкуснейший, да. Давайте приступайте со мной. Всем приятного аппетита. Друзья, приятного аппетита всем. Едим. Такая курочка прямо нежная-нежная. Нежнейшая. Как показать, не знаю. Она просто сама слазит Угу. с косточки. Надо будет чай поставить, да? Угу. Обязательно. Сейчас поставим. Угу. Да, температура опустилась уже до минус 20. Вот такая вот ночка у нас. Кстати, хороший эксперимент будет, да? Будем Никогда в спать Ниве не спали. в Ниве. Минус 20. в минус 20. А под утро может еще ниже опуститься. Посмотрим. Все сложили, все, что не нужно будет нам ночью, не пригодится. Вот. Только чай осталось Ветер попить. поднимается. Угу. Ветер поднимается. Здесь снег идет. Здесь темно совсем. Снег идет, хотя снег вроде бы не обещали, что сам снег будет идти. Снегопада, но идет. Так что, может быть, наши следы запорошат полностью. Пойдемте, Сан Генч, зайдем уже, да? Давайте, заходите. Угу. Надо закрыть сразу. Здесь, конечно, не очень удобно закрывать. Приходится придерживать ногой, рукой второй и так далее, чтобы прикрыть. Ну ничего, главное, чтобы тепло было. Вот так вот оставляем, чтобы плиточка была. Все. Вот мы и в домике. Сан Генч организовывает нам чай. Надо чай попить обязательно. Да. Горяченький. Я смотрю, у вас там еще печеньки есть. Печеньки есть. Вот даже мешать не будет. Вот так вот спрятался чайник за крышкой. Да. Ну все, пусть закипает. А у нас сейчас который час? Сейчас 20:43. 20:43 и уже при этом... Да, 20:43 и при этом уже так холодно Да. в лесу. В этой палатке намного теснее, чем в нашей юрте. Кстати, мы сшили уже для нашей юрты пол. Кто не видел, вот в прошлом видео мы показали, какую юрту мы сделали сами. Вот. И уже полностью мы сшили пол. Такой двуслойный сделали. И, в общем-то, при возможности уже выйдем вместе с юртой. Покажем, что мы там еще новенького доделали. Будем отдыхать в просторном пространстве. Но здесь тоже здорово. Да, здесь Тоже здорово. хорошо. Но там можно и полежать, поспать. Прямо в дверь заглядывает луна, друзья. Прямо в дверь. Она, кстати, была вон там. Да, переместилась сюда. Прям за деревьями прячется. Она вообще за тучу ушла. Чайник у нас закипел. Но мы решили, что сделать. Мы решили заварить чай в термос и уже
чаепитие, так сказать, устроить самой в машине уже. Да. Угу. Так и сделаем сейчас. В хорошей Пакетиковый, да, атмосфере, да. Ну, легче, Давайте. термос легче пакетиковый заварить, Да, конечно. чем листовой. Хотя у нас листовой тоже с собой есть. Так. Да. Слушайте, прям до конца. Полный. Ну, хватит попить. Пусть заваривается. Машину уже полностью подготовили к ночлегу. Даже шторки уже, посмотрите, Сангенч уже даже шторки раздвинул. Вот, сейчас пойдем укладываться. Ну, пока так. Да. Сейчас Сейчас здесь фонари наши Лиля включим. порядок наведет. Да, утеплим. И будем. А, кстати, взяли с собой стул, в котором мы будем как стремяночкой пользоваться. Это подниматься немножко неудобно. Так, вы знаете, давайте грейтесь тут. Печку сейчас включим. Угу. Вернее, печь работает. Угу. Давайте. Все, будем залазить. Все остальное принесу. Мы уже залезли в машину. В машине достаточно тепло. И посмотрите, друзья, сейчас хочу показать вам, как мы утеплили наши стенки. Вот здесь вот мы повесили свой фольгированный коврик для кемпинга. Посмотрите, как мы это сделали. Вот здесь вот с зажимом. И он вниз по всей высоте, скажем так, стенки у нас висит. То есть, если мы поднимем шторку в любом месте, вот везде у нас вот этот фольгированный коврик. От него прям такое тепло исходит. И изначально у нас этот коврик был вот такого вот размера, 150 на 170 сантиметров. А мы его порезали на две части, и у нас вот получились вот такие вот 170 в длину и в ширину 75 сантиметров. Вот сейчас на эту сторону тоже повесим. А еще, конечно же, обязательно мы пользуемся датчиками угарного газа. Да, они, кстати, чем-то отличаются, что Да. ли? Но до этого у нас был Да один, нет. как вы видели, мы его вешали. Да, сейчас у нас два. А теперь мы приобрели два, ну, чтобы подстраховаться. Все-таки мы спим в машине с заведенным мотором. Поэтому нельзя пренебрегать безопасностью. Вот это у нас новый, да? Прям с батарейками пришел, новенький. Есть новенькие батарейки. Сейчас мы их засунем и сразу посмотрим его, как он работает. Да, кстати, мы его не проверяли еще. Было много споров по поводу того, как правильно датчик вешать сверху Вверх, или снизу. вниз. А мы решили, знаете, подстраховаться и снизу, и сверху. На себе не хочется проверять, что правильно, Вот. что нет. Один повесим на уровне головы, а второй повыше. Да. Вот сейчас мы и проверим, как он. Он, насколько я помню, должен запищать, да? Мгм. Когда ты эти Тестовый батареи такой должен быть сигнал. Мгм. ставишь. Так. Сейчас. Ну-ка. Работает. О, какой писк. О, О, аж оглушил, да? Но зато работает. Это работает. Так, а этот здесь повесим. Так, висит. Вот один повесим здесь, Так. а второй лежит прямо вот здесь вот у нашего изголовья. Да, прямо возле головы будет лежать. Так что точно засечет, если что. И так будет. В палатках также будем. Один вниз, другой вверх вешать. Мгм. Просто очень много споров идет по этому поводу. Ребята много очень пишут. Кстати, в последний раз тоже писали насчет машины, что вот спать там нельзя в заведенной машине.
это можно угореть. Именно поэтому датчики угарного газа мы используем всегда. Что в палатках, что в машине. Это правило у нас такое. Без датчика мы не спим. Ну как вам здесь? Тепло. Смотрите, друзья. Лиля вон там утеплила сзади. Получается, вот там она снизу, вниз даже уходит вот этот пылет. Там очень тепло сейчас стало. А здесь все утеплено у нас точно так же. Аналогично. Вот там висит датчик угарного газа. Один у нас снизу будет. Ну что расскажете? Ну, все, уже хочется спать. Кстати, есть И, такое уже, да? кстати, вот отсутствует ощущение, что там за окном сейчас ниже, чем минус 20. Да, кстати. Ага. Совсем печь просто хорошо. Ну, Из-за того, что классно здесь греет. сейчас тепло, вот мы разделись уже полностью, Мгм. уже ко сну готовимся. У нас печка... Ой, а я там еще блокировочку, да, не выключил. Ну ладно. Вот, смотрите. Да, он прям горячим воздухом бьет. Мы очень хорошо улучшили воздуховод, закрыли все, и поэтому вот так. До этого бы вот какой он был, стоковый, он бы не вытянул, конечно. Так. А, не включили тот фонарь, я смотрю, да? Ага. Надо включить. Кто-то у нас филонит там. Не работает? О, Сразу атмосфера да. такая Да. появилась у нас хорошая. Да. Настроение хорошее. Настроение хорошее. Вот так. Класс. Друзья, что вам рассказать сегодня? А? Ну вот, если честно, и недоволен, и очень доволен. Понятное дело, любой будет недоволен, что сломали там бампера, но, вы знаете, я уже отошел от этой ситуации. И вот что я могу сказать, что очень удивлен, что мы доехали сюда. Нива прям перла как танк. Вот честно, в полном стоке. Ну, пониженная у нас была включенная блокировка, на второй пониженной вот мы шли от начала самой гравийки до сюда. Это надо очень далеко подняться, зайти, здесь несколько километров надо по бездорожью пройти. И прям мы копали, на второй шли, и вот вы видели, наверное, в самом начале там 20-30 сантиметров была глубина снега. Я, честно говоря, думал, что мы даже не дойдем, но мы дошли. В принципе, даже без проблем. Если вот были бы вот эти силуминовые бампера, я думаю, что, ну, погнули бы немного и все. Может быть, в будущем их и поставим. Я уже задумываюсь над них. А так вот, ну, вообще ни разу в жизни еще вот не пожалели, что купили эту машину. 10 лет они мечтали. Были у нас другие машины. Многие говорят, ну, у нас, наверное, других машин не было. Много было машин других, разных. И на других машинах ездили. Но Нива — это совсем другое дело. Совсем другое дело. Оно дает те эмоции, которые не давала ни одна из тех машин. Вот я вам честно скажу. Копаться в ней приходится иногда. Там вот сидеть, что-то ковыряться в этих проводках. Но это того стоит, друзья. Это настоящая вот игрушка для мужика, которому за 40, наверное. Вот не знаю, я кайфую. Просто кайфую. Или иногда меня дома может потерять, потому что я копаюсь в машине. И, ну, действительно, это мое. Это мое. О, друзья, сейчас время
Так, 2 часа 44. Без 15:03. Мы ненадолго, в общем-то, выключили двигатель. Что-то жарко, не знаю, мне очень жарко стало. Вообще дышать нечем, я бы сказал. Хотя, чуть-чуть, можно сказать, где-то поддувает. Тут где-то сочится, вот как бы мы, В как бы ногах. мы здесь да, не В закрылись, ногах немного, что-то да. есть. Там, может Поддувает. быть, еще холоднее стало, не знаю, не выходил. Сама вот эта вот дверь багажника, она прям холодная все Да? равно. Мгм. Ну, когда ногами упираешься в эту дверь, Да, да, да. тогда холодно. А так, в общем-то, в салоне достаточно жарко. Тепло. По-моему, достаточно, да. Мне жарко, может, я не мерзляк. я не знаю. Сейчас погасили печку и посмотрим, сколько, через какое время потом Кстати, да. включим снова. Сейчас посмотрим, как будет. Так, друзья, прошло 13 минут, да? Сколько сейчас? 2:57. А было 2:44. Да. Когда я проснулся от того, что просто нереально жарко было. А сейчас уже прохладно. Хотя прошло всего 13 минут. 13 минут, уже прохладно. Ну, моментально, да, охлаждается. Это, вот смотрите, это несмотря на то, что у нас здесь везде все утеплено, в машине сделана шумоизоляция, все вот это вот есть. И уже, сколько, 13 минут, да, будем считать? Мгм. И моментально все остывает. Да, надо поэтому заводить. Так что уже минус 20, может быть сейчас еще ниже стало, я не проверял там. Ой. Минус 20, спать в машине нужно только, наверное, с заведенной, если нет какой-то автономки или еще чего-то, потому что действительно это очень холодно будет. Сейчас посмотрим, как, уже надеюсь до утра будем спать. Спать охота. Давайте. Спокойной ночи. Давайте, спокойной ночи, друзья. Спать. Дальше спать. Ой. 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 Доброе утро всем, друзья. Доброе утро. Плохо вас видно. Хотя на самом деле на улице так. уже совсем светло, но у нас здесь как в бункере. Потому что все задрано. Ага. Прям вот посмотрите. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот. Ух ты, сорвалась. Да, там уже вовсю светло, а здесь прям действительно, да? Потому что все Ага. Все задраили, это хорошо. Вообще было, да? Тепло, тепло. Я бы сказала несколько раз, мне прямо жарко было. Ой, вылетел. Зажим. Ну ладно, сейчас найдем его. А давайте уберем уже даже. Ну да, пусть тепло будет. Вот такая вот красота там у нас. Там за деревьями, за кустами озеро. Да, уже все Оно уже полностью покрылось льдом. Но еще опасно туда ходить, Да, на этот лед. выходить нельзя еще. Ага. А я вчера, друзья, в общем-то, уснул как убитый. Хотел еще походить там ночью, поснимать, посмотреть, какие звери подходили, потому что снега много. Можно увидеть, может, кто покрупнее подходил. Там много там следов лис, зайцы бегали. Ну, хочется кого-нибудь покрупнее, конечно, увидеть.
Посмотрим. Я уснул, в общем-то, и вот только сейчас проснулся. Что не выходил. Даже не смотрел там на градусник, может быть, там ниже была температура. Сейчас жарко, вот прям жарит печка, хотя на первом, да, режиме стоит, из двух режимов на первом, Да. но жарко. Ну, если честно, есть такое, прям хочется уже выйти, подышать воздухом. Вот так вот Сангенч уже надел шапку свою, собирается на улицу. Прям хочется Красота такая там. Но холодно, холодно. Что называется, чай в постель. Только что был там на улице, выходил, там, кстати, минус 20 температура. И вот сейчас пришел согреться в машину. Сейчас попьем чаек. Здесь даже у нас печеньки такие вкусные есть. Отогреемся и уже будем собираться. Тихо-тихо. Кстати, всем мира, добра, счастья и всего самого доброго. И здоровья всем. Конечно, здоровья. Ты-дыщ. Ну, кстати, достаточно горячий еще. Хороший термос. Снегопад обещают. И ветер. 20 метров в секунду. Сейчас уже, кстати, ветер неплохой там. Минус 20 градусов мороза. И ветер такой, руки сразу начинают обледеневать почти. Они вот такие становятся. Да, холодно. Окоченевают, да? Так сказать. Посмотрите, друзья, какая колея глубокая. Вот по этой же колее, по своей, будем выезжать.
правой стороне, но нужно будет тоже аккуратно, аккуратно там, потому что тоже такие выбоины хорошие. Если не везде. Ну что там? Попробуем спуститься. По правой стороне? Да, думаю, по правой. Правая была... Левую вчера мы испытали уже. Да. Правая раньше была более пологая. Мы просто забыли, что вот та такая. Да, главное вон туда, чтобы нас не несло. Так, аккуратно. Ух ты. Ничего себе. Пустая, главное, чтобы не несло. Осторожно, вот здесь вот тоже было тогда. Ага. Вот и. Вот она. Ага, сели. Похоже, сели хорошенечко так. Да, что-то не без приключений, да. Сейчас посмотрим. Да, друзья, сели. Сейчас попробуем. Ух ты. Давай, малыш. Да, глубоко сели. Даже дверь не открывается. Да. Давайте я выйду, наверное. Надо было оттуда ехать. Надо раскопать здесь. Надо копать здесь. Лопатой копать надо. Посмотрите, как села машина. Смотрите, как сидит. Сзади бампер цепляет или что там цепляет? Нет, бампер не цепляет, но она прям сидит там на пузе уже. Сан Генич. Ой, молодец, молодец, выскочила, выскочила, друзья. Вот это да. Посмотрите. Вот это да. Вот это приключение у нас сегодня, посмотрите. Это же ужас просто какой-то. Да. Просто невероятное что-то. Я даже не знаю, здесь, наверное, больше полуметра глубина. Сан Генич. Здесь глубина, я говорю, больше полметра. Вот этого. Я даже не знаю, как это назвать. Оврага. Этой канавы. Да, друзья, смотрите как. Вот это да. Какая засада тут произошла. Мы туда провалились просто. Да, здесь сантиметров 40, наверное, точно есть. Хотя там. Вот это, слушайте, какая же машинка, какая наша машинка, Нивка. Вот зачем, друзья, мы взяли машину Ниву. Вот зачем. Настоящий герой. Настоящий герой, да. Друзья, ну я не думаю, что мы выйдем оттуда. Ну, слишком глубоко. Я нас тоже слило. думала, уже все, надо будет трактор звать. Опять. Да, слушайте. Ух ты, ух ты. Чуть-чуть Ага. осталось. Метров 50. Не будем расслабляться. Все, и выходим. Вот это да, слушайте, это такой, такой вообще, я не знаю, взрыв эмоций. Вот уже чуть-чуть и на гравийку мы выходим. Осторожно. Все, вышли. Да нет, знаете, я не променяю эту машину. Не на какую другую.